Здравствуйте, меня зовут Михаил, и я расскажу вам о том, как начать работать с микроконтроллерами STM32. Но прежде чем начать что-то делать, необходимо провести краткий экскурс в язык, который мы собираемся использовать. Язык программирования C. Основной язык для программирования задач реального времени. Простой, универсальный, переносимый. Достаточно близок к аппаратной части, чтобы вызывать проблемы у новичков. Даже такие очевидные задачи, как заполнение строковых переменных, требуют использования функций копирования памяти и указателей. Язык программирования C++. Основной язык для программирования сложных пользовательских приложений, графических на основе операционных систем реального времени. К последним как раз и относится использование библиотеки среды от разработки от Arduino. Сложный, продолжает активно развиваться. Раз в несколько лет выходят новые стандарты. Позволяет писать как просто, так и сложно. Богатый выбор графических библиотек, таких как TouchGFX. Язык C является языком настолько низкого уровня, что позволяет обойтись вообще без библиотек. Такой подход называется прямая адресация регистров и имеет следующий недостаток. Пользователю нужно разбираться с каждым конкретным регистром и тем, что в них записывать. Логичным желанием любого, кто пишет код для микроконтроллеров, является не искать адреса регистров в Reference Manual каждый раз, когда нужно инициализировать новую периферию. Для таких пользователей существует библиотека CMSIS, доступная для всех микроконтроллеров на базе архитектуры ARM. Она предоставляет платформу для построения на ней библиотек поддержки периферии. Основной библиотекой для низкоуровневого программирования являлась библиотека STM32 Standard Peripheral Library. В ее основе лежал CMSIS, и поставлялись они совместно. Именно на их основе была создана среда разработки QCOX, открывшая программирование микроконтроллеров многим людям. Производитель больше не рекомендует эту серию библиотек к использованию, и она не поддерживает новые линейки устройств. Ну и следует отметить, что и среда программирования QCOX устарела, в том числе и морально. У них даже сайт не работает. На замену ей пришла аналогичная библиотека STLL Drivers. Она предоставляет функции с прямым соответствием регистрам, что позволяет еще немного отойти от адресов и бинарных операций. Еще дальше от аппаратной части ушла библиотека HAL – Hardware Abstraction Layer. Как свидетельствует ее производитель, она нужна для обеспечения переносимости проектов между контроллерами STM32. Отдельное слово нужно сказать про драйверы поддержки отладочных плат BSP Drivers. Они предлагают высокоуровневые функции для малого количества отладочных плат самого производителя, такие как инициализация дисплея, интерфейса камеры и так далее. Многие пользователи, впервые исследующие вопрос, а в какой программе нужно программировать, удивляются большому разнообразию программ и мнений по их использованию. Например, существует мнение, что использование среды разработки – это лишь дополнительное отвлечение от программирования, а использовать нужно продвинутый текстовый редактор, например, Vim или Emacs. Отметим, что выбор среды разработки играет значительно меньшую роль, чем выбор библиотеки поддержки периферии, потому что все среды разработки в итоге сводятся к продвинутому редактору текста, компилятору, отладчику, включенным в поставку. Отметим сразу же среду разработки от разработчиков архитектуры ARM – ARM-Keil. К ее достоинствам относятся стабильность, наличие продвинутых компилятора и дизассемблера. Также интерес представляет наличие графического интерфейса для подключения библиотек и компонентов. Недостатком же является лицензионная политика. Бесплатная версия имеет ограничение на длину кода всего лишь 32 килобайта для всех микроконтроллеров, но для серий STM32F0, G0 и L0 256 килобайт. Эта лицензия оплачена ST Microelectronics. ER Embedded Workbench. За этим длинным названием скрывается еще одна коммерческая среда разработки, ориентированная на генерацию быстрого кода собственным компилятором и качественную отладку с помощью собственного комплекса из аппаратного и программного отладчика. Бесплатной версии нет, только ограниченная, одновременно и по времени, и по размеру кода. Следующей рассмотрим среду QCOX-CoIDE, в народе получившую название COCOS. В отличие от ARM-Keil, она бесплатна. Была основана на промышленном стандарте для сред разработки Eclipse. На нем же основаны и все остальные среды разработки, о которых будет сказано далее.
имела практически аналогичный интерфейс для работы с библиотеками и, более того, доступ к базе с примерами кода для многих ситуаций, что позволяло не отвлекаться для поиска. Недостатком данной среды стало то, что ее уже прекратили поддерживать, а сайт уже пару лет как не работает. Наш следующий конкурсант не является сам по себе средой разработки. Это генератор кода инициализации STM32 CubeMX. Программа, позволяющая настроить периферию контроллера в удобном и прозрачном виде с красивым интерфейсом и сгенерировать проект для какой-то из поддерживаемых сред разработки. Бесплатно, красиво, удобно. Но, к сожалению, недостатком его является то, что сгенерированный код является полурабочим. Пропущены команды, нет подробных пояснений, что и как делать после генерации. И логичным шагом для понижения порога входа стало объединение STM32 CubeMX и Atollic TrueStudio, среды разработки, основанной на стандартном Eclipse. Получившийся результат был назван STM32 Cube IDE. Бесплатная, интегрированная с генератором кода и инициализации и вспомогательными утилитами среда. Удобно, практично, красиво. Автоматическая закачка библиотек под линейку контроллеров при создании нового проекта. Недостатками можно считать высокое потребление системных ресурсов и новизну, но также наличие раздражающих ошибок. Из перечисленных популярных сред разработки мы сейчас активно используем STM32 Cube IDE и рекомендуем ее вам по следующим причинам. Она бесплатна, не имеет ограничений по объему кода. Она кроссплатформенна, то есть она есть на всех основных операционных системах для персональных компьютеров. Это Linux, macOS, Windows. Она имеет интегрированный генератор конфигурации периферии. И именно она первой получает поддержку новых устройств. Теперь давайте посмотрим, как установить среду Cube IDE. Зайдем на наш любимый сайт st.com. Для того, чтобы получить доступ к ресурсам сайта, нужно пройти регистрацию. Она ничем особым не отличается от того, что есть на других сайтах. Далее, для того, чтобы быстро найти установщик, введем в поисковой строке сайта Cube IDE на английском языке. Откроем появившуюся ссылку и видим, что нам предлагаются установщики для популярных операционных систем Linux, macOS и Windows. В нашем случае мы выберем Windows. Выберем последнюю версию. Далее вас попросят прочитать и подписать лицензионное соглашение. И все. С этого момента начинается скачивание архива с установщиком программы. После того, как архив с установщиком скачан, распакуем его. И вот на этом этапе появляется загвоздка. При попытке запустить исполняемый файл выпадает такая ошибка. Для обхода данной проблемы нужно переместить исполняемый файл в корень локального диска. В моем случае это диск C. И уже оттуда запускать файл. Процесс установки Cube IDE ничем не отличается от установки любой другой программы. Мы рекомендуем программу устанавливать в папку, в пути к которой не содержится кириллических символов. Стоит отметить, что установка под Ubuntu Linux не вызвала подобных проблем. Установка выполняется средствами системного менеджера пакетов. К сожалению, пока что фирма ST не предоставляет репозитория с обновлениями, и поэтому приходится скачивать обновления вручную. Пропустим длительное копирование файлов. После установки давайте попробуем запустить программу. Процесс запуска программы тоже не быстрый. Здесь Cube предлагает нам выбрать рабочую папку. Сейчас выберем произвольную. Все, Cube IDE запущен и готов к работе. Сейчас мы остановимся на том, что установили Cube IDE. Теперь ваша среда разработки практически готова к использованию. При создании вашего первого проекта автоматически скачает и установит библиотеку поддержки нужной вам серии микроконтроллеров. Поэтому при освоении новых серий микроконтроллеров в среде Cube IDE обязательно подключение к интернету. В следующем видео мы рассмотрим порты ввода-вывода, поморгаем светодиодом
и узнаем, как использовать кнопку. Поэтому подписывайтесь, задавайте вопросы в комментариях. Всем спасибо за внимание. Пока.